Привет, друзья! У каждой хозяйки существует свой уникальный рецепт приготовления жареных пельменей, и я не исключение. Предлагаю попробовать рецепт очень вкусных, хрустящих и пузырчатых пельменей, жареных на сковороде. Все просто и вкусно, главное – терпение. Так как с тестом немного стоит повозиться, поэтому делаю в первую очередь его. В муку кладу соль, яйцо, немного яблочный уксус и вливаю воду. Муку потихоньку. Перемешиваю слегка тесто и добавляю немного растительное масло. И все, вымешиваю до тех пор, пока тесто не будет липнуть к рукам. Оно должно получиться мягким, но не расползаться. Кладу тесто в пакет и оставляю отдыхать на 20 минут. А начинка может быть любая. У меня фарш говяжий и лук мелко нарубленный, 50-50. То есть 50 на 50. Солю и перчу, больше ничего не добавляю. Итак, выкладываю тесто на стол, присыпаю слегка мукой. Давлю тесто сначала руками в форме лепешки. Тесто очень мягкое и легко с ним работать. Муку сильно не присыпаю, чтобы не забить тесто, а только слегка. Вот так. Сколько смогла, растянула тесто. Дальше уже буду работать скалкой. Она у меня длинная, так что за раз раскатала тонкую лепешку очень быстро. Если у вас нет такой скалки большой, то разделите тесто на две части и сделайте тонкую лепешку поменьше диаметром. Главное, чтобы тесто было тонкое, не рваное и без гармошки, поэтому это самая нудная и кропотливая часть готовки. Но что поделать, ведь мы хотим добиться результата, причем отличного. Линейкой оставляю видимые срезы, ширина полоски 5 см. Думаю, оптимальная будет величина пельменей. Они хорошо увеличиваются при жарке, это тоже нужно учитывать. Режу полоски специальным зубчатым ножиком, затем режу полоски наискосок в виде ромбика. Кладу начинку посередине теста. Если пельмени плохо склеиваются, то смазывайте водичкой место склеивания. Складываю ромбик так, чтобы кончики были слегка наискосок, получается типа ушек, а в основном лепится так же, как и пельмени. Начинка должна быть полностью закрыта и закрепляю концы друг с другом. Складываю пельмени ушастые так, чтобы ушки были снизу, так они сохранят свою форму необычную. А ушки – это самая хрустящая и вкусная часть этих пельменей, поэтому сделала их побольше, то есть ушастее. Ну вот, наконец-таки налепила. Часть пельменей замораживаю, а часть жарю сразу на большом количестве масла. Масло должно быть хорошо нагретым, прежде чем кидать в него пельмени. Подливаю ложкой масла на поверхность пельменей, чтобы образовались побольше пузырей. А жарю пельмени на среднем огне с двух сторон до румяного цвета. Такие пельмени подают горячими и хорошо сочетаются с кетчупом или сюзьмой. Это восточный творожный сыр. Они остаются хрустящими надолго, даже когда остынут. Всем приятного аппетита! Ставьте лайки, если это видео было полезным для вас, и делитесь этим видео со своими друзьями. Пока-пока!